Приветствую всех на канале Scale Journal, и мы продолжаем с вами знакомство с продукцией фирмы Wilder. Сегодня мы рассмотрим с вами продукты серии Nitro Line, а именно фильтры. Фильтры — это у нас один из первых, в большинстве случаев именно первый слой тонировки модели. Ну и как вы уже успели заметить, продукция фирмы Wilder достаточно широко представлены разнообразные фильтры. Есть фильтры для немецкого серого цвета, это серо-голубой, голубой и средний серый фильтр. На каждой банке есть, помимо названия оттенка, также для какого цвета они предназначены. В принципе, эти обозначения условны, их можно применять по своему усмотрению в зависимости от того, в какую сторону вы хотите изменить оттенок вашей модели. Это были фильтры, которые в основном предназначены для немецкого серого. Также есть фильтры, которые у нас идут под немецкий желтый. Это желтый и коричневые фильтры. Это у нас идут фильтры, которые рекомендуются для трехцветного немецкого камуфляжа, соответственно, коричневый и зеленый. Также у нас есть серия фильтров, которая рекомендуется для зеленых оттенков, это для российской, советской техники, а также для техники союзников. Зеленый, темно-коричневый и серо-коричневый фильтры. Также есть фильтры, которые рекомендуются для применения для цвета немецкой красной грунтовки. И также есть фильтр, который рекомендуется применять для белого камуфляжа. Но повторюсь еще раз, это лишь рекомендации. Опытные моделисты могут применять данные фильтры на свое усмотрение в зависимости от того, в какую сторону они хотят изменить тон своей модели. Также при работе с фильтрами может потребоваться разбавитель, например, для того, чтобы очистить декали либо убрать излишки фильтра с модели. Сегодня я вам покажу пример на модели, который мы уже с вами видели. Я специально разделил модель на две части с помощью модельного скотча, чтобы было удобнее наблюдать за тем, как изменяется модель посредством применения различной продукции. То есть вначале у нас это будут фильтры, затем будут масло и так далее. Для нанесения фильтров можно использовать различные большие кисти, но также для того, чтобы убрать излишки, допустим, из декалей, можно использовать тонкую кисточку. Сейчас все вам постепенно покажу. Начну наносить фильтр с башни и буду применять желтый фильтр NL11. Обязательно перед применением необходимо тщательно взбалтывать, чтобы не оставалось на ней никакого осадка. После того, как хорошенько взболтали, видим, что на дне никакого осадка нету, можно приступить к нанесению фильтра. Очень важно убирать излишки фильтра, чтобы нанесение фильтра не превратилось в нанесение смывки. И начинаем ровными движениями наносить фильтр. Стараемся делать это максимально равномерно. Фильтр по своей сути это очень жидко разведенная краска в соотношении примерно 1 к 10. Теоретически фильтры можно смешивать и самостоятельно. Это не всегда удобно, и проще воспользоваться готовыми фильтрами от производителя. Фильтр применяется для того, чтобы изменить базовый оттенок цвета, который мы получили после покраски аэрографом, а также для того, чтобы выровнять тон краски, например, при использовании технологии цветовой модуляции, то есть сгладить переходы, а также для того, чтобы сгладить переходы камуфляжа, что, собственно, у нас на данной модели и присутствует. И легкая модуляция, и
присутствует камуфляж. Обязательно убирайте излишки фильтра и не позволяйте ему скапливаться вокруг болтов, клепок и углублений, так как это уже превращается в эффект смывки. Но смывку мы с вами рассмотрим в одной из следующих серий. Теперь, используя разбавитель, берем нанесенный фильтр с декалей, чтобы оттенок у нас оставался прежним. В принципе, можно видеть, здесь у нас уже стала декаль назад белый с черным, а здесь все еще с желтым отливом. Это необходимо тоже исправить. Все, с башней мы закончили, теперь переходим к корпусу. На одну модель, в принципе, можно наносить несколько слоев фильтров, в том числе и разных цветов для получения желаемого оттенка. Для того, чтобы нанести следующий цвет фильтра, либо повторный слой, необходимо после нанесения первого слоя подождать примерно сутки, но затем можно смело поверх наносить еще один слой фильтра, пока вы не получите желаемый результат. Фильтр необходимо наносить кистью движениями в одном направлении. Это позволит нанести более равномерные слои фильтра, что скажется на конечном результате. Аналогично повторяем операцию с очисткой декалей на корпусе танка, если таковые имеются. С катками ситуация обстоит немножко сложнее, но в принципе делается все абсолютно так же. Смачиваем кисть в фильтре, убираем излишки с помощью бумаги и начинаем наносить. Тут еще нужно быть более аккуратным, чтобы не нанести излишки и не превратить эффект фильтра в смывку. Работа с фильтром завершена. Оставляем модель высыхать на сутки, но затем можно будет продолжить работу. Давайте теперь посмотрим. На башне это фильтры немного высохли, и можно обратить внимание, что эффект фильтра, как я уже говорил, он не сильно изменяет цвет модели, но изменяет немножко ее тон, что мы, собственно, и можем
сейчас видеть. На этом я сегодняшнюю серию буду заканчивать. В следующей серии мы с вами познакомимся с масляными красками и способами их применения. Все появившиеся вопросы вы можете задавать в комментарии под этим видео. Полный ассортимент продукции фирмы Wilder можно найти на официальном сайте. Ссылку я оставлю в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.